В современной России, собственно говоря, как и в других странах мира, тема того, когда возник тот или иной город, она, к сожалению, очень стала актуальной. И практически в каждом более-менее крупном городе находятся люди, которые хотят удревнить свою собственную историю. А в случае с Азаком, значит, все упирается в то, что даже, собственно говоря, вот эта вот дата, стоящая на въезде в город, она вообще лишена хоть какого бы то ни было, даже фантастического обоснования. Тем не менее, в этом году, значит, город празднует 950-летие, которое ни одним ученым, историком признано не было. Сразу должен сказать, что никакого отношения к политике вопросы о времени возникновения того или иного города не имеют. Политику нужно оставить за скобками, потому что если решение о праздновании юбилея и о том, значит, когда город был основан, будет приниматься политиками, это примерно то же самое, что политики будут принимать решение о том, чему равно число π, или какая-то физическая константа, или отменять своим решением, значит, закон всемирного тяготения в отдельно взятом городе. Как ученые обосновывают, решают, когда город возник. Независимо от того, из каких источников берется история города, важно, чтобы город, во-первых, существовал непрерывно с этой точки отсчета, и, во-вторых, чтобы это поселение носило городской характер. То есть, если на каком-то месте существовала деревушка даже в течение 1000 лет, это не значит, что момент основания деревушки является временем основания города. То есть, важно, чтобы, соответственно, поселение носило городской статус. И второе, наличие, пусть даже укрепленных, пусть даже с натяжкой городских каких-то поселений, которые отделены от современного города столетиями, то и тысячелетиями, ясно, что никакой исторической преемственности не существует. И опять же, основание города от места первого поселения речи не идет. А если бы ученые отсчитывали время основания города от первого посещения этой территории человеком, то, в общем, все городам на свете, за исключением Америки, можно было бы отпраздновать 20 000 лет и на этом успокоиться. А некоторым городам, как Волгоград, можно было отпраздновать и 50 000 лет, потому что на территории Волгограда есть знаменитая мастерская стоянка. Ну а если как бы серьезно, то нужно, вот еще раз, искать поселение, которое существовало непрерывно и носило городской статус. Значит, что такое город? Нужно для этого определиться. Русское слово «город», оно не вполне точно передает значение современное, потому что средневековое русское название «город» обозначало любое место, которое обнесено укреплениями, независимо от того, что это вообще такое. В современной науке существует масса споров относительно того, что же называть городом, и определений города. Значит, ну, в советской археологической науке закрепилось такое определение, что город – это место концентрации и распределения прибавочного продукта. То есть это определение, которое максимально широко и вместе с тем корректно. Если говорить попросту, то город это должен быть центром чего-то. Либо ремесла, либо торговли, либо административным центром, но это прежде всего, либо, соответственно, каким-то военным, религиозным и так далее. Но в любом случае центром, и вокруг него, соответственно, должны быть какие-то поселения. Именно это, даже если территория города становится недоступной для, соответственно, исследования, но всегда вы можете исследовать округу и установить, когда же появляется здесь некая поселенческая сеть, центром которой мог стать вот тот или иной памятник. Значит, ну это вот немножко теории. Теперь, что касается, соответственно, самого Азака. Дата 1067 год, она вообще появилась анекдотично. Все началось в XVIII веке, когда Байер, немец, по заказу русского правительства написал сочинение с длинным названием, которое, в общем, должно было обосновывать, почему Азов должен быть русским городом. Байер, в общем, источников практически не имел, то есть ему не знакомо было большинство источников, которые известны сейчас, и фактологию он заменил догадками. Для Байера было очевидно, что Азов, значит, начинается с древнегреческого Танаиса, причем Байер, в общем, гениально предугадал, что Танаис находился на правом берегу Дона. Ну, тут он говорит, ну, правый, левый берег, какая разница, это все равно один и тот же город, что уже, в общем,
с его положения как бы сводит почти к нулю. И дальше он излагает некие общие исторические факты, как оно происходило в Северном Причерноморье или вообще на территории Римской империи или еще где-то там, значит, два слова о том, что, по его мнению, могло быть на территории Азова. Значит, в качестве источников он использовал Мацея Стрельковского, который, опять же, тоже был не историком, а политическим публицистом. И Мацей Стрельковский доказывал, что, значит, Польша по праву, значит, принадлежит Нижняя Подонья, потому что, значит, здесь жили половцы, а половцы – это, собственно говоря, предки славные, так сказать, поляков. И для того, чтобы это обосновать, он дописывает в текст повести временных лет под 1103 годом фразу о том, что, значит, в 1103 году хан Осуп, значит, погиб в битве, а этому хану Осупу принадлежала, соответственно, крепость Азов. Ну, во-первых, такая фраза выдает непонимание того, что такое кочевники, что кочевые, значит, правители вообще на замки не опирались. Ну, Мацей Стрельковский вырос в Польше, там, совсем в другой культуре, и реалии он просто не представлял, поэтому его подделка, она, в общем, абсолютно нелепа, потому что сохранился целый ряд других, более ранних списков, чем сочинение Мацея Стрельковского, где ни о каком замке, который якобы принадлежал хану Осупу, нет. Тем более, что Азак – это, в общем, такая детская фрическая игра, то есть в слова, то есть как бы ничего общего. Но удивительным образом, ну тогда была бы там дата основания 1103 год. Почему же 1067 год? А 1067 год Байрам упоминается следующим образом. Он размышляет о том, когда же степи Южной России стали половецкими, и говорит, а может быть мы можем предположить, что это произошло в 1067 году, потому что в этом году там русские войска впервые потерпели поражение от половцев. И тут же говорит, нет, мы не можем так сказать, потому что, соответственно, еще к более позднему времени упоминаются, значит, князья мутараканские, русские, которые сидели на Тамане. А он считал, значит, Байер, что, соответственно, существующий непрерывно, правда, кочующий с берега на берег город, входил в состав мутараканского княжества, ну и, соответственно, вот потом был захвачен, значит, с половцами. То есть, если следовать Байеру, то городу нужно тогда праздновать там, 2400 лет, не знаю. Но создателям энциклопедического словаря в 1801 году, видимо, нужна была какая-то дата. Они невнимательно прочли, и именно следствие этой невнимательности стало появление даты 1067 год. Потому что даже если верить подлогу историческому, то тогда нужно было объявить датой основания города 1103 год. Дальше у Байера есть еще как бы другие там фантастические догадки, о которых сейчас, в общем, не время говорить. Значит, как же оно было реально и почему Азак появился тогда, когда он появился, а не появился раньше? Дело в том, что степи – это регион, скажем так, в политическом плане нестабильный. Пока существовало кочевое скотоводство, оседлому населению появляться на территории степей было опасно. То есть в некоторых случаях, конечно, если в деревнях и в степи были представители одного этноса, они еще как-то уживались, но, как правило, для того, чтобы какие-то оседлые поселения существовали в степях, нужно, чтобы в этих степях существовало государство. То есть это мы видим каждый раз. И, соответственно, в скифское время, и в всех этих кочевых империях Центральной Азии, и в Средней Азии та же самая история. В южно-донских степях таким государством, которое обеспечивало бы какую-то стабильность, является хазарский каганат. Но во времена хазарского каганата по каким-то непонятным, в общем, причинам на территории Азова не было не только поселений, но даже нормальных стойбищ не было. Вообще территория Азовского района в период хазарского каганата была медвежьим углом. То есть если на правом берегу мы видим десятки поселений оседлых, то здесь на территории Азовского района это будут исключительно кочевники. Но даже эти минимальные условия для возникновения оседлой жизни исчезают в середине X века, и на несколько столетий здесь воцаряются поздние кочевники, которые городов не строили. В лучшем случае они использовали какие-то уже существующие города, и, видимо, вот маленькие городки, уцелевшие хазарского времени на Северском Донце и Среднем Дону, все-таки были действительно половецкими, они упоминаются в русских летописях. Но здесь
в дельте Дона здесь еще есть один, так сказать, нюанс исторический, который опровергает вообще какую бы то ни было связь нашего Азова с половцами. Дело в том, что в дельте Дона вообще не было половцев. По археологическим данным, вплоть до XIII века здесь проживали агузы. Агузы – это было население, в общем-то, скорее союзное русским. И благодаря этому в дельте Дона в XII веке существует группа рыбацких деревушек, среди которых действительно было русское население. Именно благодаря, опять же, агузам существовала белая вежа. Но так или иначе, вот условий для возникновения сколько-нибудь крупного оседлого поселения именно вот здесь, на территории Азова, не было. А все находки, которые можно связать с домонгольским временем, они ограничиваются буквально пригоршней фрагментов амфор. Даже напротив Азова на острове было более крупное поселение XII века, чем на территории Азова. Значит, возможности возникают только в период существования Золотой Орды, причем тогда, когда Золотая Орда становится самостоятельным государством, потому что первоначально все налоги, значит, с оседлых поселений должны были делиться, в том числе с центральным правительством. Поэтому особо новых поселений первое десятилетие не строили. Только с 1263 года появляется, значит, когда самостоятельное государство, начинают появляться золотоордынские города. Они появляются в очень короткий исторический отрезок, буквально там за 10 лет появляются все крупные золотоордынские центры. Так что период, когда мог возникнуть золотоордынский Азак, он ограничен вот временем с 1263 по 1269 год. Более того, в случае с Азаком нам хорошо известно, когда его не было. В 1253 году, значит, через наши степи проезжает дипломатический посланник, ну и, как вы понимаете, одновременно шпион, Вильгельм Рубрук, который в Константинополе узнал, что, собственно говоря, на Северном берегу есть три порта – Херсонес, Салдая и Матрега. И, описывая Матрегу, он говорит, что а вот из Матреги, значит, купцы посылают барки небольшие к устью реки Дон, где покупают рыбу в бесконечном количестве. То есть ни о каком городе речи нет. То есть вот этот период между 1253 и 1269 годом – это период, когда возникает город. Причем, как в случае с некоторыми другими, значит, центрами, известными нам, вот, как, скажем, с Нижним Новгородом, одновременно с городом возникает сельская округа, и возникновение этой сельской округи тоже, опять же, позволяет датировать возникновение Азака. А если поселение XII века – это всего несколько рыбацких деревушек, то где-то вот в середине XIII века одномоментно в низовьях Дона по берегам Таганрогского залива, по, значит, реке Когольник возникают десятки деревушек. Причем эти деревушки даже иногда опережают по темпам своего развития Азак. То есть все как бы данные, вот все, и молчание источников до середины XIII века, и то, что вот с этого момента, с 1269 года, город стал вдруг внезапно известен всем буквально хронистам, не только, значит, итальянским, но и восточным, и всем прочим, позволяет говорить о том, что датой основания Азака однозначно является 1269 год, 17 октября, время его первого письменного упоминания. Это общепринятая практика исторической науки, первое письменное упоминание. Даже если у нас есть основания предполагать, что там год-два еще можно было бы добавить, но все-таки первое письменное упоминание – это 17 октября 1269 года.